В эпоху, когда технологическая изощренность неумолимо размывает границы между реальным и искусственным, одно имя выделяется из цифровой дымки как слишком совершенное, чтобы быть просто человеком – Ким Тэ-хён, более известный миру как Ви из BTS. Он снова вызвал всемирный ажиотаж среди фанатов, не благодаря блокбастерному музыкальному релизу, глянцевой фотосессии или ослепительному сценическому шоу, а благодаря одной скромной фотографии и трогательной истории, вплетенной в ее пиксели. Этот скромный снимок вызвал теплые улыбки у миллионов, подтверждая, что за визуальной составляющей, настолько неземной, что она бросает вызов реальности, скрывается нежное, глубоко искреннее сердце, особенно для его преданных поклонников ARMY. Для ARMY назвать Тэ-хёна неземным – не новость. Его лицо, шедевр симметрии с пропорциями, способными украсить полотна эпохи Возрождения, может похвастаться безупречной кожей, сияющей даже под беспощадным пристальным взглядом объективов высокого разрешения. Спокойная, почти неземная аура, которую он излучает, породила бесчисленные шутки. Он похож на небесного посланника, спустившегося на землю, или, возможно, на искусственный интеллект, тщательно разработанный для недостижимого совершенства. Приблизьте любую фотографию, и отсутствие пор или недостатков граничит со сверхъестественным. Кожа, как полированный мрамор, глаза, хранящие галактики тихой глубины. И все же в этом заключается восхитительная ирония. Эта фигура, постоянно считавшаяся нереальной, снова и снова раскрывала свою самую истинную человеческую сущность посредством жестов, небольших, но сейсмически значимых по своему резонансу. Вирусная сага, недавно захватившая интернет, развернулась не на сверкающей арене или в элитном кафе, а в скромных стенах небольшой кондитерской в Португалии. Здесь не было расстеленных красных ковров, не было толп папарацци, не было профессиональных камер, запечатлевших происходящее для массового потребления. Это был просто уютный уголок, где продавали культовые португальские паштеш де ната, эти золотистые лакомства с идеально хрустящей корочкой и нежной, кремовой начинкой, тающей во рту, словно вздох удовольствия. В этой непритязательной обстановке девятилетняя преданная поклонница ARMY случайно наткнулась на воспоминание, которому суждено было навсегда запечатлеться в ее душе. В тот судьбоносный день Тэ-хён вошел вместе со своим менеджером, их присутствие было таким же скромным, как и сам магазин. Никакой показной роскоши, никаких попыток привлечь внимание. Они стояли в очереди, как обычные посетители, просто заказав 2 паштеш де ната и 2 Coca-Cola Zero. Поклонница мгновенно заметила его, и ее сердце, несомненно, колотилось, как барабан в концертном зале BTS. Однако сдержанность возобладала над восторгом. Она воздержалась от криков, от того, чтобы протянуть телефон для селфи, от того, чтобы устроить какой-либо переполох. Это было вызвано не безразличием, а глубоким уважением. Она жаждала подарить Тэ-хёну редкую роскошь анонимности, позволив ему насладиться пирожным в тишине и покое обычных людей. Такое спокойствие отражает необыкновенную связь между BTS и ARMY, симбиотические отношения, выкованные во взаимном почтении, где фанатство выходит за рамки одержимости, превращаясь в полотно сопереживания и совместного роста. Когда заказ прибыл и Тэ-хён приготовился уйти, решающий момент стал очевиден. Голосом, мягким, как бархатный шепот, фанатка прошептала «Пока-пока, Тэ». Мимолетное приветствие, простое, но наполненное невысказанной преданностью. Тэ-хён резко повернулся, его реакция разрушила любые оставшиеся иллюзии отстраненной славы. Не было ни формального кивка, ни вялой улыбки, вместо этого он одарил ее лучезарной, искренней улыбкой, которая осветила комнату, словно рассвет над холмами Лиссабона. «Спасибо», — ответил он, в его голосе звучала теплота, прежде чем он протянул руку для чего-то совершенно неожиданного, сердечных объятий. Не постановочных объятий для Инстаграма, а спонтанного излияния благодарности, искреннего и нефильтрованного, окутывающего ее самой сутью его доброты. Фанатка, все еще купающаяся в лучах счастья, рассказала о своем 10-летнем пути в качестве поклонницы BTS и о своем предвкушении их концерта в Мадриде. Тэ-хён, как всегда внимательный, не оставил это откровение без внимания. Он предложил им запечатлеть этот момент вместе на фотографии. Для посторонних это могло показаться пустяком, быстрый снимок посреди напряженного дня. Для нее это было бесценное сокровище, мост от пикселизированного образа кумира к осязаемой человеческой связи.
Когда изображение появилось в социальных сетях, оно мгновенно стало вирусным, не только из-за внешности Тэхёна, которая вновь поразила поклонников, но и из-за трогательной истории, которая его сопровождала. Фанаты по всему миру впитали эту историю и почувствовали заразительное тепло, распространяющееся по ним, словно объятие, переданное через океаны и экраны. В зачастую холодном мире индустрии развлечений, где артисты и поклонники вращаются подобно далеким звездам, эта встреча стоит как яркий маяк. Она подчеркивает, что подлинные связи сохраняются, пульсируя эмоциональной искренностью. Тэхён воспринимает ARMY не как безликие показатели или ликующие массы, а как ярких личностей, каждая со своей богатой и запутанной историей, подобной его собственной. Притягательность этой истории усиливается благодаря тонкому фону. Фанатка предстала образцом доброты и благопристойности, уважая частную жизнь своего кумира, несмотря на бушующую в ее груди бурю. Тэхён, чуткий к эмоциональным подтекстам, как маэстро к мелодии, интуитивно почувствовал эту грацию. Он ответил взаимностью с еще большей нежностью, создав алхимический обмен позитивом, который ощущался ощутимо искренним. Это не единичный случай в истории доброжелательности Тэхёна. С момента дебюта BTS в 2013 году он носит свою эмоциональную выразительность как корону, без всяких оговорок проявляя привязанность, сочувствие и тщательную заботу, будь то под светом прожекторов стадиона или в неожиданных ситуациях. Бесчисленные примеры иллюстрируют эту черту характера. Вспомним тур Speak Yourself 2019 года в Лос-Анджелесе, где Тэхён прервал выступление, чтобы утешить заплаканную фанатку в первом ряду, смягчив голос в микрофоне, чтобы заверить ее, что она не одна. Или встречу в аэропорту Инчхона в 2021 году, когда он опустился на колени, чтобы завязать шнурок юной ARMY среди толпы поклонников, превратив потенциальный хаос в урок смирения. Эти эпизоды, запечатленные на фанатских видео и в постах на Уиверс, раскрывают его склонность к мелочам. Он помнит фиолетовый браслет фанатки с предыдущего концерта, интересуется учебой другой во время фан-встречи или пишет от руки заметки в альбомах, которые кажутся очень личными. Для бесчисленных ARMY это укрепляет очарование Тэхёна, не только его тембр голоса, который словно бархат окутывает такие проникновенные треки, как Sing Clearly или Inner Child, и не только его внешность, напоминающая живые эскизы да Винчи, но и его эгалитарный подход. Он не стоит на пьедестале, он идет рядом с ними, даря тепло, как один человек другому. В нашем сверхбыстром мире, насыщенном тщательно созданными образами и алгоритмическими фасадами, такая неприкрытая искренность сияет, как редкий драгоценный камень. Эпизод в Португалии наглядно демонстрирует, что доброжелательность процветает в простоте, никаких речей, никакой экстравагантности, только сияющая улыбка, обволакивающие объятия и приглашение сфотографироваться. Однако ее последствия были колоссальными, тысячи, а может быть и миллионы, косвенно наслаждались радостью. Социальные сети были переполнены отзывами. Это еще раз подтверждает, почему я навсегда фанатею от Тэхёна, или доказательство того, что айдолы могут быть настоящими ангелами на земле. Это укрепило убеждение, что преданность BTS, особенно Тэхёну, это лучшая ставка в жизни. Любопытно, что этот инцидент вновь разжег разговоры о нереальности Тэхёна. Вместо того, чтобы оттолкнуть его, он высветил противоположность. Его безупречный внешний вид скрывает реакции, пронизанные эмпатией, взаимодействие, полные узнаваемости. Он может казаться образцом искусственного интеллекта, но его импровизационная теплота делает его более человечным, чем обычно, несовершенным в своих совершенствах, искренним в своей грации. На корейских развлекательных порталах, таких как Dispatch или Aulk-Papy, подобные истории укрепляют репутацию айдолов как «хороших влияний», распространяя влияние не только на творчество, но и на этику и поведение. Благодаря этой случайной встрече в кондитерской Тэхён подтвердил свой статус образцового человека. Популярность не должна подрывать скромность, слава не должна порождать изоляцию. Для этой ARMY эта встреча превращается в вечную легенду, не для хвастовства, а для распространения радости. Представьте, как вы рассказываете об этом на встречах, день, когда ее экранный кумир материализовался, улыбнулся, как солнечный свет, обнял ее и предложил сделать селфи. Эмоциональное таинство, не поддающееся описанию. Для Тэхёна это может сливаться с бесчисленными встречами с фанатами.
В этом и заключается его поэзия. Он разбрасывает доброту без разбора, как в обыденных, так и в грандиозных ситуациях. Эта последовательность делает его любовь к Эйар-Эмуай конкретной, а не расплывчатой риторикой. В условиях изнурительных поездок, корпоративного давления и неумолимого внимания сохранения подлинности — это геркулесова задача. Тем не менее, Тэхён справляется со всем этим с достоинством, излучая расслабленность и сопереживание в симфонии, алхимия, которая приносит ему не только популярность среди фанатов, но и уважение как личности. Эта португальская сноска может уступить место более свежим заголовкам, но ее след остается, еще один кусочек в грандиозной мозаике глобального образа Ким Тэхёна, кумир безупречной эстетики, носитель подлинно доброй души по отношению к фанатам. В конечном счете, это объясняет его невероятную притягательность. Под небесным блеском, предполагающим потустороннее происхождение, скрывается глубоко человеческая теплота. И одним незапланированным объятием среди пирожных с заварным кремом Тэхён напоминает нам, искренность, какой бы незначительной она ни была, обладает силой тронуть бесчисленное множество сердец. Углубленное исследование, анатомия вирусного момента фаната. Чтобы в полной мере оценить притягательность этой истории, мы должны разобрать ее составляющие: алхимию обстановки, сдержанность, взаимность и откровение. Кондитерская с ароматом запеченной ванили и морским воздухом, доносящимся с близлежащего бриза реки Тагус, олицетворяет собой обыденность. Португалия, страна залитых солнцем плиток азулежу и меланхоличных мелодий фаду, стала идеальным контрастом. Вдали от эпицентра к-поп в Сеуле она позволила Тэхёну насладиться моментом инкогнито блаженства, вероятно, в качестве короткой передышки от слухов о военной службе или сольных проектов. Паштеш де ната, появившиеся в XIX веке в монастыре Жеронимуш в Белеме, символизируют скромное наслаждение, хрустящее тесто фила, обволакивающее яичный заварной крем, посыпанное корицей и сахарной пудрой. Заказывать их с Coca-Cola Zero? Это намек на заботу о здоровье в условиях напряженного ритма жизни айдола, еще больше очеловечивающий его. 9-летняя одиссея фанатки заслуживает подробного анализа. Присоединившись к Эйар-Эмуай примерно в 2017 году во время эры Уинкс, ей пришлось пережить стремительный взлет BTS, от аутсайдеров на церемонии «Мама» 2013 года до покорителей стадионов, возглавивших церемонию вручения премии Грэмми 2022 года. Ее молчание было не трусостью, а зрелостью, отражающей философию BTS, выраженную в песне Magic Shop, фанаты как соавторы мечты, а не как чужаки. Ответ Тэхёна, объятие, выходит за рамки культурных норм в отношениях между айдолами и фанатами. В Корее, где фанаты Сосены неустанно преследуют своих поклонников, физический контакт может стать поводом для заголовков в прессе. И все же он рискнул, поставив во главу угла связь. А сама фотография? Образец случайной красоты. Ямочки на щеках Тэхёна, растрепанные волосы, ослепленные светом ламп, на фоне лучезарного восхищения фанатки — это воплощение фанфика. Вирусная популярность распространилась через X, ранее Twitter, видеомонтажи в TikTok синхронизировались с Уинтербер, а в Уиверс обсуждался каждый кадр. Показатели: миллионы просмотров, хэштеги Эйар-Эмуай в трендах более чем 50 стран. Психологически это задействует парасоциальный подъем. Фанаты получают радость от односторонних связей, которые становятся двусторонними. Гобелен доброты Тэхёна, каталог моментов. Это не аномалия, это закономерность. Давайте проследим хронику доброжелательности Тэхёна, расширяя глубину повествования. Вспомним эру Денгар 2014 года. На автограф-сессии он заметил дрожащие от волнения руки фанатки и нежно сжал их, шепча слова поддержки. Перенесемся в 2017 год, после церемонии вручения премии Billboard Music Awards. На фоне триумфа в США он звонил по видеосвязи прикованным к больнице Эйар-Эмуай, его широкая улыбка была бальзамом для души. В 2018 году во время продвижения альбома Love Yourself, Тирон запоминал имена фанатов с фанкамов, выкрикивая персональные приветствия на концертах. Эра сольной карьеры усилила это. После альбома «Лиёвр» 2023 в аэропортах его видели раздающим автографы на альбомах фанатам, которые ждали часами, и даже угощавшим их закусками.
Во время его обязательной военной службы декабрь 2023 июнь 2025 всплыли контрабандные письма, в которых перечислялись ответы Тэхёна на сообщения фанатов Weverse, предлагавшие утешение во время перерыва в деятельности BTS. Анекдот с фан-встречи 2024 года. Он расплакался, узнав о потере одной из ARMY, и обнял ее, поделившись своими переживаниями по поводу смерти бабушки. По сравнению с такими примерами, как интеллектуальные письма фанатов от RM или советы Чингука по спортзалу, Тэхён выделяется своей тактильной эмпатией, объятиями, держанием за руки. Данные сайта аналитики фанатов Крибу показывают более 200 задокументированных моментов доброты Тэхёна с момента дебюта, в среднем 1 раз в месяц. Симбиоз Бытсармы. Исследование культурного феномена. Ни одна дискуссия не обходится без экосистемы фандома BTS. ARMY, насчитывающие 40 миллионов человек по статистике HYBE за 2023 год, действует как глобальная нация, переводит тексты песен, финансирует благотворительные организации, например, $1 миллион для Black Lives Matter, продвигают хэштег #IPurpleU. Тэхён, у которого 60 миллионов подписчиков в Instagram, олицетворяет собой Баур Хагрнг, «Я люблю тебя фиолетовым», цвет, который, по его словам, вызывает вечную любовь. Психолог доктор Сара Джонсон в своей статье 2025 года «Эмпатия айдолов в цифровых племенах» утверждает, что BTS способствует формированию надежной привязанности через уязвимость. Текст песни Тэхёна Blue & Grey «Я в пути, но я один» отражает одиночество фанатов, а его объятия в Португалии — это реальное противоядие. В культурном плане к-поп-айдолы преодолевают давление стеклянного потолка. 18-часовые рабочие дни, диетические предписания, избегание скандалов. Тэхён бросает вызов этому давлению благодаря своей подлинности, признавая свою неуверенность в эпизодах Run BTS, пропагандируя психическое здоровье с помощью песни Yet to Come. Загадка и совершенство против человечности. Суть текста. Тэхён как подобный и. После бума чат под дипфейки стали настоящей проблемой для К-поп, например, поддельные голограммы BTS 2024 года. Его внешность, лицо с золотым сечением 1,618 по данным пластических хирургов, порождает множество теорий. Однако и не отличается спонтанностью, объятия Тэхёна бросают вызов алгоритмам. В своей книге «Психополитика» 2017 философ Бёнчхоль Хан предупреждает о прозрачных личностях, находящихся под наблюдением. Тэхён же подрывает это, используя избирательную непрозрачность, раскрывая свою человечность именно тогда, когда этого меньше всего ожидаешь. Фан-теорий множество. Сообщество r/Bangtron на Reddit анализирует его уход за кожей, улиточный муцин, светодиодные маски, приписывая беспаристую привлекательность генетики и дерматологии хайп. Тем не менее, недостатки все же проступают. Едва заметные веснушки на селфи 2025 года, короткая стрижка после призыва в армию, вновь очеловечивающая его. Глобальные последствия, свидетельства поклонников и более широкое влияние. Эта история распространяется на континенты. Бразильская ARMY написала в Твиттере: «Объятия Тэ исцелили мою тоску после расставания». Индонезийские фанаты, отсылка к яркой сцене Медана, устраивали совместные просмотры, используя хэштег #TainPortugal. Японские пользователи сети противопоставили это жестким барьерам AKB48. В более широком смысле, это очеловечивает знаменитостей. После трагедии с Juice WRLD 2019 фанаты жаждут благополучия своих кумиров. Тэхён демонстрирует это, Португалия как ритуал восстановления сил перед сольными турами в 2026 году. Философские отголоски, доброта как тихая революция. Опираясь на Никомахову этику Аристотеля, Тэхён практикует филию, дружескую любовь, по отношению к незнакомцам. В насыщенном и 2026 году, где Grok 4.1 управляет ботами, имитирующими эмпатию, его органическая теплота — это революция. Метафора, как у пирожных паштеш де ната, хрустящая корочка, визуальный эффект, скрывает мягкую сердцевину, сердечко. Представьте масштабирование. Если одно объятие запускает цепочку радости, то общее количество объятий Тэхёна за всю его жизнь экспоненциально.
Это бросает вызов цинизму, доброта не является показной, а всепроникающей. Представляя будущее, неприходящее наследие Тэхёна. Поскольку BTS планирует вернуться в полном составе в 2026 году, подобные моменты укрепляют фундамент. Предполагаемый сольный джазовый альбом Тэхёна может наполнить его подобной душой. Для ARMY это подтверждение, фанатство как забота о себе. Концерт фанатки в Мадриде. Она присутствовала, размахивая фотографией, словно талисманом. Тэхён, заметив похожие плакаты, машет в ответ циклы света. В итоге, это объятие выходит за рамки анекдота, это манифест. В условиях размытой реальности Ким Тэхён возвращает нас к осязаемому, улыбкам, протянутым рукам, тронутым сердцам. Напоминание о том, что самые совершенные существа – это те, кто принимает несовершенство с распростертыми объятиями.